Здесь самое страшное — это ее обслуживание. Сидухи комфортнее, чем у ML. В народе немного подшаманили, что-то получилось. Тем не менее, обслуживание этой машины обходится в 3 раза дешевле, чем Land Cruiser 200. Если покупаете, чтобы спокойно ехать по трассе 200, эта машина не для этого. Решила тогда уйти с внедорожников на кроссоверы. И только топором и напильником поработали. Здравствуйте, сегодня у нас автомобиль соответствует погоде. Сегодня у нас зима, целых -3, но для нас это серьезная температура. Kia Sorento первого поколения. Первое и второе поколение связано только название, потому что это полноценный внедорожник рамный, а второе поколение тоже кроссовер, там уже задняя ось подключается с муфты. Ну, второе я снимал, но есть на канале. Здесь же это рамный автомобиль, задний привод основной, передок подключается либо ручной, либо с авторежима. Но для тех, кто сейчас мне будет в комментариях поправлять, сразу говорю, американские версии комплектовались только задним приводом. Как можно вычислить? Это отсутствием регулировки. Ну, 4х4, 4х2, 4х4 low, но я потом покажу, когда будем в салоне. Ну и более надежный и простой способ — это наклониться, посмотреть по приводам. Если их нет, то это действительно задний привод. Потому что американцы были только заднеприводные. Потом при покупке, если вам нужен полный привод, это нужно. Машина выпускалась с 2002 года, в 2006 рестайл сделали, наша рестайловая машина. В 2010 году они уже покинули конвейер. Небольшое объявление. Я решил открыть канал в Телеграме, я уже его открыл, куда вас всех и приглашаю. Там мы сможем пообщаться на разные темы автомобильные. Что там будет конкретно, я сам не знаю, и это хорошо, потому что это все вплоть до вдохновения. Можно на любую тему. Я там разгонюсь насчет, может, какого тюнинга, пообсуждаем всякую тему, как вы считаете, лучше так или этак. Если даже, кстати, кто-то будет продавать свою машину, можете написать мне в личку, я ее выложу, там фотографию, описание ваше подробное. То есть мы сможем с вами более близко общаться в таком более дружеском формате, формате советчиков, там, дайте совет и так далее, как вы думаете, как вы считаете. Я думаю, вам будет интересно. Также и мне. Я этой темой тоже немного загорелся. Всех вас приглашаю, подписывайтесь, ссылка в описании. И компания уже решила тогда уйти с внедорожников на кроссоверы. Ну, потому что в городском цикле, ну, в городской езде кроссовера вполне достаточно с его подключаемым задним приводом, особенно уже в то время, там, 10-й год, 11-й, уже на всех автомобилях уже датчики скорости, уже контроль пробуксовок, то есть машина динамика, то есть полный привод особо и не нужен никому. Также и с этими машинами, поэтому и были заднеприводные машины, тоже с точки зрения экономии топлива можно купить. Вообще, в принципе, эта машина хороша, просто надежна, за что ее любили, покупали, и в салоне здесь не дрова, поэтому машина очень хорошая. Здесь самое страшное — это ее обслуживание, потому что не каждому будет по карману. Опять же, комплект колес здесь выйдет $350, 370. Помните, вот было видео тоже, я про Навару снимал. Я снимал видео про Nissan Навару, пикап такой интересный, тоже рамный. И там тоже вот шины, масла во всех коробках, раздатках, там вышло $600 именно там на расходники, на масла, вот на резину, вот эти вот необходимые вещи, которые нужно делать. То есть страшна сам объем работ, не какие-то там проблемы, а там форсунки, еще что-то там, турбины, не дай бог, коробки, вот это, ну, этого нету, но просто обслуживание не дешево, потому что сам автомобиль, это не хэтчбэк Б-класса, там, либо лифтбэк. Тем не менее, обслуживание этой машины обходится в 3 раза дешевле, чем Land Cruiser 200, как писали владельцы таких машин на отзывах. И некоторые сравнивали, что владели. Я снимал Prado, да, хорошая, надежная машина, она больше, чем эта по габаритам, но принципиальных отличий нет. Если взять Tahoe, который там прыгает
Она прыгает вперед. Его прыжки, там, летаешь как сумасшедший, ну, что-то от машины получаешь, какую-то обратную связь. А если машина точно такая же, но больше, то, ну, я лично не вижу смысла переплачивать. Я ни в коем случае не хочу принизить крузак. Да, если вам нужен статус, важность, там, внешность более агрессивна, более сурова, более дорогая. В этом плане, да. Но если вы гонитесь за ощущениями от автомобиля, то разницы вы не почувствуете, нету смысла переплачивать, я об этом говорю. Ну, хотя я против Land Cruiser 200 ничего против не имею, против фанатов тоже. Ну, а как кому? Если уже машина не вызывает никаких эмоций, а тупо дороже и в обслуживании дороже, ну, я смысла не вижу лично. Хотя я не говорю, что Таха идеально, я говорю, что он мне лично понравился. Ладно, суть не об этом. Опять же, косяки по кузову. Сегодня 9 января, машине уже 2022 года, первым автомобилем уже 20 лет. И, разумеется, за 20 лет под всеми этими пластмассовыми накладками будут косяки по кузову. Крышки багажника тоже больное место от тех машин. Самое главное, нужно смотреть на раму, потому что есть владельцы, и есть много прикольных видео на ютубе, где, ну, не обязательно об этом, на любом рамном автомобиле владельцы считают, что это просто паровоз там уже. Дергают всех и вся, а потом тоже трещины возникают в раме. Я помню, ту навару, которую я снимал, искали полгода, потому что все навары были либо с гнилой рамой, либо с треснутой. А гнила она потому, что треснула когда-то, начала гнить, и владельцы этого не замечают. Потому что владельцы начинают тягать там и двоих, и троих, и машины более тяжелые по весу, по массе, и резко, и плавно. То есть рама приходит в негодность. Трещины, коррозия, и без рамы это уже не автомобиль, по сути, таковой. А у нас, у людей такая манера, то, что рама — это значит надежность, машина не сгниет, можно ездить долго и счастливо, ничего с ней не произойдет. Но и самое главное, что людей интересует цена автомобиля. Цены на дорестовые и рестовые я все смотрел по низу и по верху рынка. Самая дешевая 4300 стояла с 2,5 дизель, следующая была 4900, 3,5 бензин. Ну, машина 2-3 года, все дорестовые. Самые дорогие все дизеля. 13, 11 900, 11, 10 там с чем-то. Все 2,5 дизель последних годов. Ну, самые дорогие это дизельные машины. По бензинкам сначала 2,4 G4 GS. Там балансировочные валы, были проблемы. Вибрации от опор, но опоры разбиваются. Были проблемы с охлаждением. В дорестах были 3,3, 3,8 бензины. G6 DA и DB это был 3.3. Масложоры, цепи ходили меньше 150 тысяч километров, но около этого нужно менять, то есть рано выходили из строя, нужно было менять. И нету гидриков. Тепловые зазоры раз 60 тысяч надо регулировать. Но, в принципе, я снимал вот второго поколения Sorento, там тоже уже, ну, мало кто их регулирует, там по-нормальному нужно раз 100 тысяч их регулировать, там и на 200 тысяч таких проблем не возникает. Все по фазам, все нормально, люди ездят дальше. По, скажем так, техническим требованиям это нужно, на практике это не всегда на 60 тысячах, может и больше вы наездите, это не в этом суть. В ресте 3.5 G6 CU был двигатель, заслонки на впуске у него разбалтывались. А так, в принципе, у всех бензиновых моторов, как обычно, стандартные бензиновые проблемы. Где-то течение масла, да, масложор проявляется со временем. Тоже, опять же, как часто масло менять и какое масло лили. И от эксплуатации, конечно, многое зависит. В принципе, стандартные бензиновые косяки, большой расход топлива. Ну, можно газ поставить. А так, по большому счету, ну, к бензинам не докопаться. И дизель 2.5, 4-цилиндровый, рядная чугунина. D4CB. У нас рестовый, поэтому у нас 170 лошадиных сил при 3800 оборотов и 392 крутящего ньютон-метра крутящего момента с 2000 оборотов. Porsche 91, Hot Wheels 96. Малое соотношение, но все равно с 2000 оборотов это, ну, это нормально. Но я люблю более длинноходные моторы, это более резко снизу. Вот. 140-е версии чем отличались? Ну, во-первых, турбиной. Во-вторых, давление топливной системе было уже 1360 бар, а здесь уже 1600. И опять же, сама прошивка, настройка. Ну, немного, как говорится, в народе, немного подшаманили, что-то получилось. Но по сути таковой, да, турбина, давление топлива. То есть во всех диапазонах машину лучше настроили, лучше отшили, ну и КПД выжили больше из этого автомобиля. Ну,
опять же, на количество воздуха этого поглощаем нужна нормальная топливная система. И КПД возрастает. Но это все теоретическая дискуссия, не буду лекции читать. По большому счету у автомобиля косяков нет. Да, там пишут вкладыши, херядыши, это всегда так и было, всегда есть, но там вкладыши проворачивают, но уже в откровенных жлобов. Масло менять, да, здесь 8 литров полный объем масла, масляный объем двигателя. Менять его лучше раз в 10 тысяч километров. Есть хитрецы, которые там экономят и в 20 тысяч масла меняют, поэтому тут уже это у них происходит, и они там новые косяки находят, поэтому в двигателях. Здесь, по сути, нету никаких косяков. Ресурс заявлен с завода, гарантийный, 250 тысяч километров пробега. Но обходят они, конечно же, и больше, но это гарантийный ресурс завода. И цепи, здесь 3 цепи ГРМ, с цепи как раз ходят и 250 тысяч километров. Но в нашем понимании на весь срок службы это значит, когда машина не развалится. И именно поэтому многие недовольны этим, то что цепи, мол, мало ходят. А так, ну, ЕГР, стандартные, в общем, дизельные проблемы. Когда опоры крякнут, нужно будет поменять. Здесь, по большому счету, двигатель проблем не доставляет, все с ним нормально, меняйте цепи, меняйте масло раз в 10 тысяч, и будет вам счастье, все будет хорошо. Здесь более важно сама конструкция, то, что автомобиль полноприводный, то есть карданы никто не отменял. Крестовины могут быть вибрации, поэтому смотрите больше на карданы, на это все дело, потому что это тупо дорого. Привода, опять же, вот, передний шрус стоит порядка $300, оригинальный имею в виду. Ну, аналог там можно найти дешевле. Карданы тоже будут недешево стоить. То есть больше нужно обращать внимание на это, потому что движки можно найти. Можно найти за 1500, но до $2000 можно двигатель найти. Хотя и двигатель на них и ищут. Видимо, я считаю, опять же, из-за того, что запоролись с ГРМ. Чтобы цепи менялись раньше, ну, я считаю, потому что масложоров в отзывах я не вычитал. Люди на это не жалуются. После 2011 года, вот в 2011 эти машины уже были сняты с производства, но сами двигатели этой серии, был топливный насос Delphi, он гнал стружку. Но к этим машинам это не относится, потому что это с 2011 года, когда Delphi установили. А так, по большому счету, никаких косяков нету. По автомату они все хорошие, когда новые, а там зависит от обслуживания и пробега автомобиля. По механике тоже, ну, рассчитывайте на замену сцепления. А так больше все зависит именно на мосты. Не надо забывать менять масло. Карданы, вот эта вот часть, потому что это тупо дороже. По багажнику я литры не запоминал, с ума не сходил, но вот вы видите примерно следующее. Вот его объем, вот много чего сюда поместится, в зависимости от фантазии. Для кого-то много, для кого-то это не багажник. Но опять же, такая небольшая ниша, запаска под автомобилем расположена. Ну что ж, по салону. Первое, люди даже в отзывах писали, сначала, может, даже про отзывы скажу, то, что, ну, всем нравится комфорт. Шумоизоляция спорно, потому что кто после чего пересел, кто-то в восторге, идеальная шумоизоляция, все. Ну, это, конечно, отзывы были несколько летней давности, теперь уже особо машины не так актуальны. Теперь люди уже больше технические моменты исправляют и об этом пишут. А именно потребительские качества были давно. Но на тот момент людям вот шумоизоляция, как обычно. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Комфорт признавало большинство. Да, комфортная подвеска для такой цены автомобиля, для его класса очень хорошая. Очень хороший показатель по комфорту, по плавности хода. Да, высокий центр тяжести, поэтому крен и появляется. Машина стремится повернуться на какой-нибудь бок и опрокинуться. Ну, не скажешь, что ее шугало прямо, да. Сидухи здесь, вот у одного владельца был ML, он даже пишет, что сидухи комфортнее, чем у ML. Поэтому как-то все вот так. По скрипам салонах, да, где-то не будут возникать, особенно если салон разбирался. И если вы гоняете постоянно по ямам. Все равно расшатывается, с годами это себя проявит. У нас рестайловая машина, повторяюсь. В ресте было немного так россыпь кнопок. Это вот стиль какой-то, знаете, начала 90-х, когда комплектация чуть богаче, и на каждую функцию отдельная кнопка, и дофига россыпь кнопок было. Здесь уже не так топорно, более плавно. То есть уже не только топором, но и напильником поработали. Ну, а, разумеется, обогревы сидений — это полезная штука, особенно сейчас зимой, подогрев заднего стекла.
Опять же, руль не такой прямоугольный, как был в Доресте, и этот круглый значок, как у Мерседеса, либо у BMW. Такой старый примитивный руль, тоже привет из конца 80-х, начала 90-х. То есть все уже плавнее, красивее сделано. Ну и сказать, что пластик прям идеально качественно, сверху помягче. Пепельница, прикуриватель, ну сюда вот тоже ниша, там Android влезет, iPhone, не знаю, ну сюда можно в принципе положить. Розетка еще на 12 вольт. То есть по большому счету это, разумеется, не родное, это уже допом. Вот, но где-то какие-то скрипы, качество отделки неплохи все равно. И современными автомобилями новыми, которые стоят по 15-18 штук, и у них еще такие косяки по отделке встречаются, что даже там после 10 тысяч уже скрипы появляются, и сам пластик где-то плохо сидит, еще что-нибудь. Такой темы неприятно не возникает. Так, ну, разумеется, отчетник. Еще один. Резервный, видимо, ну, здесь солнечное или наоборот можно положить, как вам угодно. Места над головой достаточно, ну, это внедорожник, и здесь докапываться, ну, к месту не надо, по-любому его будет достаточно. Там, может, ниже, чем у конкурентов, подлокотник с двойным дном, ну, и ниша тоже достаточно глубокая, 2 подстаканника. То есть развалиться здесь можно более упитанному человеку, и он будет не ущемленно себя чувствовать. Места предостаточно. Можно двинуться назад, вперед, то есть все подогнать под себя, но регулировки, разумеется, механические. Но любой человек с любым телосложением. Вот так будет правильно. А в целом по износу, ну, конечно, рули стирались. По торпеде смотрится она, понятно, что не современно уже, но и не так уже и устарела. В Дастере гораздо хуже не смотрится. Но суть не об этом. Да, хорошие износостойкие материалы. Да, сверху пластик помягче, снизу пожестче. Где-то какой-то скрип на какой-то яме будет, по-любому, да. Но, тем не менее, все достаточно неплохо. И, учитывая то, что автомобилю уже 16 лет, вот, все смотрится на уровне достаточно, ну, неплохо. Все равно. И самое главное, руку сюда можно положить. Не очень узкая карта дверная, что бывает, руку не положишь, рука слетает. Здесь руку можно положить. Ну и, опять же, приятный бонус, то, что все стеклоподъемники электрические, а не весла эти доисторического материализма. Ну, регулировка зеркал, конечно, все здесь. Люк бензобака, открытие стекла, крышки багажника. Здесь крышка багажника открывается целиком и отдельно стекло крышки багажника для удобства погрузки. Тоже очень хорошая вещь. И многих целей, чтобы лишний раз не вымазывать руки, открыл стекло, можно загрузить. Да, мелочь, но приятно. И еще один недостаток, который возникает у всех автомобилей такого класса, такого клиренса. То, что при выходе по-любому, так вы не выйдете, вы все равно, вот, пожалуйста, будете порог свой вытирать. Вот. По отзывам, технической точки зрения, люди тоже все обобщенно. У кого-то, кто-то покупает дрова и начинает машину хаять, неадекватные люди. А в целом все сошлись на мнение то, что смотрите рулевую, потому что автомобиль тяжелый, массивный, рулевая, как обычно. Ну, чем машина тяжелее, тем... Хотя она рассчитана всегда рулевая на такую массу, но здесь все равно... В любом автомобиле нужно смотреть рулевое управление. По-любому. Ступичные подшипники. Владельцы жалуются, ну, кто-то чаще, кто-то говорит посредственно, но все равно выходит из строя, необходимо менять. Ну что, по месту сзади. Очень удобно для свиданий. Высоко головой не ударится. Тонировка заводская тоже плюс. Ну и тут что-нибудь повесить. Не, ну нормально, мягкие сиденья. Честно говоря, я давно в таком мягком салоне не сидел. Тут реально мягкое сиденье. Ну, клево. Пространства у автомобиля хватает, сиденье обзор не закрывает. Я нормально все вижу. Сидуху, даже если до конца отодвинуть, она будет где-то так, коленями не упрусь, а при этом деле надо их до конца вперед отодвигать. Автомобиль будет актуален у молодежи. По шумоизоляции, да, вот дизель я слышу, как он работает. И автомобиль низовой, вот все равно вот этих 392 крутящего. Ну, сейчас мы, конечно, на заднем приводе только едем. Передок мы не подключали. Здесь слева управление системой полного привода. То есть у нас механическое, что-то значит. Самостоятельно выбирайте задний привод 4×4
и 4×4 low. Low это значит уже жесткое бездорожье, постоянно уже жесткое распределение между осями, по-моему, 50/50. А было еще автоматическое, то есть 4×4 авто и 4×4 low. Он в авторежиме сам выбирает, где на заднем приводе, где 4×4 подключить. Если, ну, по датчикам колес. И, по-моему, даже если там начинается пробуксовка или даже проскользило одно из колес, он автоматически подрубает передок. Вот. Здесь же у нас все механически. Ну и механически, с одной стороны, оно надежнее, чем авто. Ну, хотя споры, дискуссии возникают на этот вопрос. Вот до 2000 крутит и переключается, и мотор, и в целом поведение автомобиля очень хорошее, низовое. То есть машина не тянет так, что переключилась, а потом начинает поливать. Она снизу берет. Да, на верхах максимальная скорость этого автомобиля заявлена вот на автомате, полный привод. Взяли на 182 км в час. Не так уже и много, поэтому автомобиль не для этого. Если покупаете, чтобы спокойно ехать по трассе 200, эта машина не для этого. Ищите другой автомобиль, кроссовер себе какой-нибудь. Вот, но она хороша вот именно, ну, проехать по бездорожью, куда вам надо. Да, это не гелик, там не идеал. Вот немного жестковато она эту яму отработала, но учитывая колесную базу и все равно подвеска, ну, мягкая, достаточно комфортная. Плюс на зимних шинах, ну, на летних она тоже мягче бы это отыграла. Так, о чем-то. И машина вот до 80 спокойно, я не топлю тапку в пол, она плавно, нормально набирает, и снизу она тянет хорошо. Мне не так важна даже резкость автомобиля на верхах. Потому что снизу, когда вы трогаетесь, нужно перестроиться, обогнать кого-то, резкий маневр какой-то сделать. Важна тяга снизу. И весь современный автопром, это видно по техническим характеристикам современных автомобилей, ну, про электрокары я молчу, но я имею в виду ДВС, не гибриды даже, просто ДВС, все стремятся сделать максимально крутящий, чем можно ниже. Вот те же BMW, Mercedes, Audi, у них везде, даже мелких, ну, везде уже турбины, у всех в этом сферу уже никто из них не производит, из топовых. У всех либо 1250, 1500, 1400, у всех уже на низах максимально крутящий момент, чтобы машина выпрыгнула, как только тронулись вы, и она позволила вам какой-то резкий маневр сделать. Да, крены есть, но не сказать, что машина прям неадекватная и непонятная в управлении. Все, конечно, смотря на какой скорости и в каком вы состоянии находитесь. Все вполне прогнозируемо, и не сказать, что машина так сильно тупила. Вот при более резком нажатии, не сказать, что машина слишком адаптивна, но все равно при более резком она скинула сейчас на нижнюю передачу и выкрутила до 3. В принципе, автомобиль тоже не тупой, не пьяный, как говорится. Он понимает, что вы хотите. Вот сейчас рейс чуть дал, она скинула на одну ступень вниз и ускорилась. То есть в этом плане тоже все хорошо. В принципе, можно его и чипануть. Но для того, чтобы чиповать, сначала цепи и все это поменяйте, сделайте, а потом уже спокойной душой можно чиповать. Вот. По шумам от колес шума, в принципе, минимум. На летней резине будет еще тише. Поэтому по шумке, да, люди пишут идеально. Ну, конечно, идеально ничего не бывает, но очень хорошо. Хорошо, в общем. По тормозам тоже, в принципе, нормально. Ну, для такой массы. Конечно, легко автомобиль тормозится гораздо лучше и эффективнее, но все на уровне за эти деньги. И, честно говоря, действительно, как люди писали, что нету смысла переплачивать. И многие, когда этот автомобиль вышел, после Land Cruiser всего, на эти машины и пересели как раз таки. Потому что по ощущениям разницы огромной нету. Да, может, на бездорожье она уступит им, мощности не хватит, там клиренса не хватит, может ресурс меньше, но все равно цена-качество в любом случае здесь на достаточно высоком уровне, а ощущений каких-то новых в более так Land Cruiser, как тоже люди писали на отзывах, и достаточно много, вы не получите. Ну вот и все по ней. Кто ее будет покупать, а будут покупать, видимо, все равно поклонники джипистости такой. Да, я знаю, нету джипов. Джип это марка. Вот джип Grand Cherokee, к примеру, классная машина, особенно с RT8. Да. Есть внедорожники, кроссоверы, компакт-кроссоверы, но все равно народ это понимает. В любом случае говорит неправильно, из принципа, наверное, все равно джипистость. Джипистость это присутствует. Ты можешь ехать на раздолбанном, ржавом там, но ты типа на джипе. А на идеальном там
хэтчбеке, седане, ты все равно, ты не дотягиваешь, ты еще там низ там где-то находишься. Ну, поэтому, да, многие будут... Хотя, в принципе, есть за что эту машину уважать, все равно она надежна. Да, какие-то косяки по кузову, но на это сразу нужно учитывать. 1500-2000 долларов иметь, чтобы, если что, в худшем случае машину всю перекрасить, если вы прошляпите при покупке, при выборе, вернее, автомобиля. Также не надо забывать про раму, потому что есть люди, которые хотят, я не знаю, дома разрушают тросами или что-то цепляют к машине. Ну, на Навару искали долго, трещины на рамах, блин. Поэтому тоже нужно смотреть на это. И, опять же, подушки под рамой, ну, на подушке кузова. Потому что тоже раздалбливается, рассыхается, начинаются вибрации. На этом все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты. Смотрите наши предыдущие видео. Счастливо!